Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю идеальный бисквитный медовик без раскатки и коржей. Торт настолько простой, насколько и вкусный. И вы сами в этом убедитесь, приготовив по данному рецепту. Пористые и очень нежные медовые коржи, которые не нужно раскатывать в сочетании с домашней сметаной, делают медовик по-настоящему изысканным тортом, который понравится всем, кто любит традиционные торты, проверенные временем. Существенным преимуществом бисквитного медовика является то, что больше не нужно прилагать усилия на раскатку каждого коржа по отдельности, а достаточно просто вымесить одним замесом тесто и разрезать ножом на пласты. Время приготовления сокращается, а настроение поднимается. Так давайте просто возьмем и сделаем медовик, который подарит много положительных эмоций и улыбок. А учитывая, что вы на канале Сладкий Мастер, можете быть уверены, что торт получится вкусный и стабильный. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам вы можете посмотреть в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Сотейник с медом устанавливаю на плиту и включаю умеренный огонь. Добавляю соду. По мере нагревания мед становится жидким и сода легко в нем растворяется. Вымешиваю лопаткой, чтобы мед хорошо заварился и получился яркий карамельный цвет. Как только мед стал насыщенно карамельного цвета, добавляю сливочное масло. Перемешиваю масло в горячем меде лопаткой, чтобы оно полностью растворилось. В яйца добавляю сахар. Вымешиваю на высоких оборотах миксера в течение 3 минут. Яичная основа после вымешивания значительно увеличилась в объеме и хорошо посветлела. Вливаю теплый медово-сливочный сироп в яичную основу. Недолго перемешиваю миксером до однородного карамельного цвета. В яично-медовую смесь добавляю всю муку. Недолго перемешиваю миксером до получения однородного медового теста. Вот такое текучее медовое тесто, которое напоминает карамель, получилось. Прямоугольный противень размером 24 на 34 см, предварительно выстеленный тефлоновым ковриком, выкладываю все медовое тесто. Распределяю тесто по всей площади противня силиконовой лопаткой. Чтобы тесто не прилипало к бортам формы, рекомендую их заранее смазать сливочным маслом. Размер и форма тары для выпекания носят рекомендательный характер, вы можете использовать иную форму и размер своей тары для выпекания медового бисквита. Убираю противень с тестом в разогретую до 170 градусов духовку на 30 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая формы с тестом из духовки. Для приготовления крема в вареную сгущенку добавляю 200 грамм сметаны от общего объема. Перемешиваю ручным венчиком, чтобы ингредиенты полностью смешались. Это делается для того, чтобы при вымешивании общего сметанного крема вареная сгущенка полностью и стабильно вмешалась в сметану без крупинок. В хорошо охлажденную деревенскую сметану добавляю всю сгущенку. Взбиваю ручным венчиком, чтобы получилась сметана, сгущенный крем. Друзья, по данному рецепту я использую очень жирную деревенскую сметану не менее 40% жирности, которую продают на развес. Спрашивайте деревенскую сметану в своем городе на рынке, где продают домашние молочные продукты от своего хозяйства. В супермаркетах такую сметану не купите, потому если вдруг в наличии нет такой сметаны, тогда вместо жирной сметаны вы можете приготовить сметано-сливочный крем, который также есть на моем канале. Вместо сметаны можно купить сливки не менее 33% жирности и взбить. А как правильно взбить сливки и приготовить сливочный крем, вы можете посмотреть, пройдя по ссылке, которую я прикрепил к данной публикации. По мере взбивания сметано-сгущенный крем становится плотным и текстурным. Вот такой густой, стабильный сметано-сгущенный крем, который очень хорошо держится на венчике, получился. Для приготовления пропитки в сгущенное молоко вливаю кипяченую воду, перемешиваю до получения однородного молочного сиропа. Молочный сироп для пропитки торта готов. Вот такой пышный медовый бисквит получился. Оставляю бисквит до полного остывания. Осторожно разрезаю бисквит, чтобы вышло 3 медовых коржа. Рекомендую использовать нож-пилу, при отсутствии ножа-пилы воспользуйтесь очень острым ножом. Вот такие пористые мягкие медовые коржи получились. Пропитываю первый медовый корж молочным сиропом, который я предварительно положил пористой стороной вверх. Часть крема выкладываю на поверхность медового коржа, чтобы оставшееся крема хватило на второй корж, а также немного на выравнивание. Равномерно распределяю крем силиконовой лопаткой по поверхности выпечки. Устанавливаю второй медовый корж. Сверху прикладываю доску и надавливаю, чтобы подровнять коржи. Повторяя идентичные манипуляции, собираю торт.
Окончательно закрываю торт последним медовым коржом и прижимаю еще раз доской. Пропитываю молочным сиропом. Крем, который вышел после прессования торта, разглаживаю плоской лопаткой по боковинам. При отсутствии лопатки воспользуйтесь широким ножом. Оставшийся крем наношу на поверхность собранного торта. Распределяю сметано-сгущенный крем по всей площади выпечки. Разглаживаю все неровности на поверхности торта, а также смазываю голые коржи, чтобы крем полностью закрыл медовый бисквит. Обильно обсыпаю торт молотыми грецкими орехами, которые я предварительно раздробил в блендере. При отсутствии блендера грецкие орехи можно перемолоть скалкой. Варианты обсыпки торта я указал в рекомендациях, которые также есть на моем канале. Лопаткой дополнительно прижимаю молотые орехи к торту, чтобы они хорошо закрепились и не осыпались. Фиксировать орехи крема можно также удобным плоским шпателем или широким ножом. Готовый торт убираю в холодильник для напитывания и стабилизации минимум на 4 часа. Мой торт простоял в холодильнике всю ночь, он хорошо напитался и стабилизировался. Бисквитный медовик без раскатки коржей получился настолько нежным, что при разрезании он просто тает во рту. Ароматные медовые коржи в сочетании с насыщенным сметано-сгущенным кремом делают торт просто праздником вкуса на любое мероприятие или домашнее чаепитие. А учитывая, что торт готовится значительно проще и быстрее классического рецепта, то этот вариант настоящая находка для всех, кто хочет приготовить в короткий срок очень вкусный медовик без лишних хлопот. Конечный результат готового изделия приятно удивит и порадует всех, кто пробует этот традиционный всеми любимый торт. Обязательно сохраните этот рецепт как стабильный, простой и очень вкусный торт-медовик со сметанным кремом. Рекомендую подавать торт горячему крепкому чаю. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.